Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Многие из вас просили меня сделать к Пасхе красивые и несложные подвески. То есть такой декор, которым можно украсить пасхальное дерево или подарки. Идея мне очень понравилась, и я с удовольствием ее реализовала. А чтобы каждый из вас тоже смог это повторить, при создании подвесок я использовала самые доступные материалы – картон, шпатлевку и краски. Ну что, не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. В первую очередь нам понадобится картон. Именно из него мы и будем делать подвески. Лучше всего использовать тонкий гофрокартон. Обычно он используется для упаковки пищевых продуктов, таких как, например, яйца, сырочки, пицца и прочее. Такой картон легкий, тонкий, но при этом достаточно прочный. Также нам понадобятся шаблоны. Их вы можете отрисовать самостоятельно, а можете приобрести мои шаблоны на Бусти. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. Шаблоны вырезаем и переносим на картон. Для одной подвески я делаю по 2 картонные заготовки. Но если вы возьмете гофрокартон потолще, то будет достаточно и одной. Картонные заготовки аккуратно вырезаем ножницами или канцелярским ножом. Я использую и то, и другое. И старайтесь вырезать так, чтобы заготовки не мялись и не заламывались. Склеиваем детали друг с другом. Я для этой цели использую полимерный клей, но подойдет и ПВА, и даже термопистолет. Можно оставить заготовки плоскими, но мне захотелось добавить им объема. В моих шаблонах вы найдете листы с дополнительными элементами для каждой фигурки. Все эти фигурки нужно точно так же перенести на картон и вырезать. Если вы хотите сделать фигурки двусторонними, как у меня, то все элементы нужно вырезать в 2 экземплярах. Ну а если хотите сделать у фигурок лицевую сторону, а заднюю сторону оставить гладкой, то достаточно перенести шаблоны на картон в 1 экземпляре. Дальше все дополнительные элементы нужно приклеить на основные фигурки. Кстати, для удобства работы все детали шаблонов я пронумеровала и подписала очередность сборки. Из покупных пинов с петелькой я сделала крепления для подвеса. Такие крепления можно сделать самостоятельно, скрутив их из проволоки, или сделать петельки для подвеса из веревочки или ленты. Только тогда их нужно вклеивать в заготовку в тот момент, когда вы будете склеивать детали подвески вместе. В своих прошлых мастер-классах я показывала все эти варианты подвеса игрушек, и все они смотрятся хорошо и аккуратно. Поэтому выбирайте тот вариант, который вам больше всего нравится. Дальше нам понадобится шпатлевка. Я буду использовать шпатлевку по дереву фирмы Экстон, но можно использовать и любую другую. Сначала я хотела наносить шпатлевку шпателем, но быстро отказалась от этой идеи, так как им промазывать рельефную поверхность очень неудобно. Проще и быстрее всего работать просто пальцами. При желании вы можете использовать перчатки. Сначала промазываем шпатлевкой одну сторону подвески, даем ей высохнуть, дальше промазываем вторую сторону и снова оставляем на просушку. А затем хорошо промазываем торцы.
Одного слоя шпатлевки, на мой взгляд, маловато, поэтому я рекомендую нанести второй слой. Но чтобы он получился более гладким, немного разбавляем шпатлевку водой и наносим ее в этот раз кистью. После того, как шпатлевка полностью высохнет, берем наждачную бумагу или обычную пилочку для ногтей и немного шлифуем поверхность. Доводить до идеальной гладкости не нужно, просто сглаживаем все острые края и торчащие пики. Прежде чем переходить к росписи, все подвески я рекомендую загрунтовать белым акриловым грунтом или белой акриловой краской. Но грунт все-таки предпочтительнее. Грунт наносим кистью в 1 или 2 слоя и оставляем фигурки на просушку. А пока наши подвески сохнут, вы можете подписаться на мой канал, если до сих пор этого не сделали. И не забудьте нажать на колокольчик. Так вы точно не пропустите мои новые видео. А еще вы можете поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно. И, кстати, вы знаете, что я пишу статьи на Boosty, где делюсь своим творческим опытом и рассказываю о себе. А еще публикую дополнительные материалы и шаблоны к моим мастер-классам. Ссылку вы найдете в описании и в закрепленном комментарии. А если у вас есть возможность, буду очень рада, если вы поддержите мой канал и поможете в его развитии, став спонсором на Boosty. Платная подписка стоит всего 200 рублей в месяц, но ваша поддержка позволит мне выпускать больше видео и чаще радовать вас разнообразными мастер-классами. В России на YouTube уже больше года нет рекламы, и мой канал существует исключительно благодаря спонсорам и их поддержке. А теперь возвращаемся к подвескам. Раскрашивать я их буду, как и всегда, акриловыми красками. У меня акриловые краски разных производителей. Выбирайте те, которые вам больше всего нравятся и с которыми вам удобнее работать. Чтобы подвески получились в едином стиле и смотрелись комплектом, используйте одни и те же цвета при росписи. То есть, если вы используете красный или бордовый цвет при росписи свечей, то используйте его же при росписи курочек. Например, я использовала розовый цвет при росписи яиц. И этот же розовый я использовала при росписи цветов у скворечника. Единственная фигурка, на мой взгляд, которая выбивается из всего моего комплекта, это фигурка зайчика, так как его я раскрасила в серый цвет, а все остальные подвески выдержаны в бежево-коричневых оттенках. Но так как я все фигурки делала в 2 экземплярах, то эти зайчики как бы уравновешивают друг друга. Вы же можете сделать его коричневым, тем более что в природе коричневые зайцы совсем не редкость. Лучше всего сначала определиться с цветовой гаммой подвесок и отобрать нужные цвета и оттенки, и только после этого переходить к росписи. Сначала подвески заполняем базовыми цветами, и только после этого можно переходить к детализации. На самом деле ничего сложного в росписи нет. Ориентируйтесь на свои вкусы и предпочтения. В первую очередь, ваша работа должна приносить удовольствие именно вам.
После того, как все фигурки будут раскрашены, их нужно покрыть матовым или глянцевым акриловым лаком. Также при желании подвески можно украсить бантиками, ленточками или каким-то другим декором. Осталось завязать веревочки для подвеса, и наши фигурки готовы. Мне кажется, они получились очень нежными, праздничными и действительно пасхальными. От них так и веет светом, теплом и солнцем. Уверена, куда бы вы их ни повесили или кому бы вы их ни подарили, везде они будут смотреться хорошо и уместно. Ну что ж, надеюсь, этот мастер-класс вам понравился. И если это так, то лучшей благодарностью для меня, как и всегда, остаются ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я поздравляю вас всех с праздником и желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.